Всем привет, ребята, вы на канале Руздат, и это второй эпизод моего подкаста с очень классными ребятами. Знаете, такое музыкальная сегодня будет атмосфера, хотя сегодня не будет музыки, будет исключительно общение. Ребята, которые называются 39 Kingdom, они калининградцы, тоже местные, это электронно-танцевальный дуэт. Во-первых, их зовут, разумеется, Сережа и Юля, это я знаю, потому что я с ними уже познакомился. Они вошли в топ-10 лучших электронных лайв-дуэтов в странах Азии. Выступали на одной сцене с диджеем Snake, Тиеста, Армин Ван Бюрен, Алан Вокер, Дон Диабло, Стив Аоки и, вот там список продолжается. Ну и в целом смысл этого подкаста, как вы уже поняли, искать людей, которые вот из региона вырвались, стали очень популярными ребятами, путешествуют, гастролируют, и интересно будет узнать вообще, как они к этому пришли, и какие-то, может быть, забавные истории, просто пообщаемся с классными чуваками, которые чего-то, в отличие от меня, добились. Все, поехали. Ребят, я рад вас видеть. Спасибо огромное, что вы откликнулись на мою просьбу. Все, в целом интервью закончено. Спасибо большое. На самом деле, первое, что хочу сказать, вы очень красивые люди в целом. Но я всем так говорю. Thank you. Но она уже старая. На самом деле, да, красивые люди. Давайте попытаемся вкратце, просто вот очень вкратце описать ваш творческий путь, чтобы просто было понятно, сколько вообще, в принципе, это по времени заняло. Пиздец. Ну, давай по времени, давай обозначим сперва время. Началось это лет 10 назад. 10 лет назад, когда мы просто с ней познакомились в Калининграде. Больше 10 лет назад. Мы 10 лет прожили, между прочим. 10 лет назад. Мы за границей 10 лет Мне прожили. было 23 года, когда... Так, давай не будем. Ладно, начинай сейчас. Бытовуха началась. Высветил свой возраст. Назовите какие-нибудь 3 ваших трека, которые нужно обязательно послушать, чтобы понять вообще вашу фишку. Make love, not war. На русский язык означает, типа, занимайтесь любовью, а не войной. Ага. Там очень такой социальный посыл, и видео очень социальное. То есть мы затронули разные темы, которые заблокировали в России. Да. Это было как раз-таки с началом пандемии. И мы решили затронуть многие темы, которые волнуют общество, которые отразились и на нас тоже. И вот в эту песню я чувствую, что мы действительно вот прям вот мы выразили себя, мы вложили душу. Так, еще 2 трека, какие можно? All Right, да, сказал? All Right и... Типа в порядке, то есть там, я придумала... Мне нравится, что ты переводишь. Да, ну, что делать? Я вообще не понимаю. Вы вообще слушаете свои треки? Нет. Нет. Это чисто вот профессиональная какая-то деформация, потому что многих артистов... Деформация, когда я просто 10 часов делаю голос только один какой-нибудь там. И его начинает тошнить от голоса и вообще от трека. Тошнит от всего уже. То есть, оказывается, у диджеев, музыкантов наушники у вас в момент, когда вы играете, для того вы там слушаете другую музыку просто, да, наверное? Чтобы не слушать свою музыку. Я раскусил вас, да? У вас ремейк был «Тату». Да. Да. Какой-то фидбэк прилетел? Так мы же с ними согласовали. Не, ну, может, они послушали, не послушали, понравилось, не понравилось. Они уже услышали эту песню еще до того, как мы ее выпустили. Да. То есть они в курсе всего были. Это же наши как бы друзья старые. Есть у вас что-то из олдскульного в плейлисте? Что вы слушаете? Ничего олдскульного, только все фьючер, только все новые треки. Никакой Булановой «Руки вверх». Боже. Не, я русскую музыку вообще не слушаю. слушаю. Музыку вообще не слушаем. Это не русофобия, просто не знаю, этого нет, просто внутри. Как-то не по вкусу приходится, скажем так. Хотя, конечно, я могу выделить каких-то русских артистов, которые, по-моему, бросаются в глаза в плане там продакшена какого-то интересного. Да, прикольно делают. Тут люди слушают в основном, я смотрю, сейчас хип-хоп популярен, да? Да. И когда я слышу там, я там шел, что-то там, ты типа меня бросил, я просто не могу слушать это спокойно. Ну, как бы люди слушают, реально, как бы они вот, и лирика им нравится, они тащатся, они вот эти слова могут перенимать на свою жизнь, а я слушаю и ржу, мне просто смешно, как можно всерьез вообще так петь. Ну так ваша как раз, у вас, мне кажется, должна быть такая глобальная задача привести сюда другую музыку. Это будет практически нереально, потому что как бы вкус он либо есть, либо его нет. Угу.
Большинство Ты людей... сейчас назвала всех калининградцев безвкусными, правильно понял? Кстати, нет. Нет, Калининградцы, кстати, молодцы. Здесь люди вообще очень искушенные. Здесь очень искушенная публика. Да, я ехал в такси недавно, и парень говорит такой: а вы можете свою музыку поставить? А вы можете свою музыку поставить? Просто вот предложил мне. Я такой, не понял, а что, в Москве, что ли? Ну, типа в Москве, когда садишься, там какой-нибудь бизнес-класс, там говорят, Да. ну, включаешь свою музыку. А там, что такое правда, бизнес-класс? Ну, такси в Москве. Ну, ты можешь выбрать себе, какой такси хочешь. Да, можешь Бентли вызвать себе. Да, Мгм. если О, хочешь. прикольно. Ну и вот, и мне здесь парень такой предлагает, говорит, типа, ну, включите свою музыку. Я включаю, мы там просто плейлист Дэвид Гетта, там новые треки, эти все, там Future Rave какой-то там. Никто не знает, что это за слова вообще. Матюкается. Но не суть. На Я непонятном когда языке. выходил, там прям долбил его такое конкретно. Я когда выходил из такси, он такой говорит: спасибо большое, типа, хорошего дня. Кстати, классная музыка такой. Проблема, наверное, мне кажется, всех преследует творческих людей. Вот есть такая тема, что, может быть, тоже замечали. Подавляющее большинство людей, не знаю, это зависит, может, от менталитета нашей страны или нет, воспринимают вот нашу с вами работу, потому что я тоже в творчестве, да, я там и блогер, и веду мероприятия, и вы там играете музыку. Они не воспринимают это как работу. Есть такая Да. тема? То есть, Да. грубо говоря, если ты работаешь на отдыхе, то ты тоже автоматически отдыхаешь. То есть, типа, что ты Да. нам ноешь, что ты же с микрофоном Это только взял. особенности менталитета. Да, вот давайте прямо сейчас нашим зрителям или просто даже для себя еще раз проговорим, сколько у вас свободного времени реального. Вот мне кажется, как будто бы этим, наверное, и исчисляется, работаешь ты или нет. Просыпаюсь, занимаюсь делами, очень много чем. От музыки до менеджмента, маркетинга, то есть и работаю, пока меня не вырубают. Особенно, когда ты работаешь Сам на себя. сам на себя, это, можно сказать, круглосуточно, ты этим живешь. Ты что-то серчишь, постоянно ищешь, Да, там то есть с кем-то ты постоянно разговариваешь. что-то делаешь. Да, конечно, с одной стороны, круто, ты можешь себе устроить выходной в любое время, а с другой стороны, это самое сложно контролировать себя и постоянно мотивировать, потому что, конечно, проще всего, когда ты сам на себя работаешь, это просто ничего не делать. Hello. Кто это? Это ваши любители. Это Армин Ван Бюрен, не Тиесто. Два, да? Сейчас многие из вас смотрят это видео на смартфоне, но что делать, если у телефона разбит экран? Маленькая диагональ, слабые цветовые характеристики дисплея или ваше устройство в принципе тупит? Ответ простой. Онлайн Store and Service. Большой выбор смартфонов и аксессуаров. Ремонт. Обмен старого телефона на новый. Ну и как я рад сейчас, представляете, сказать эту фразу впервые в своем подкасте. Сейчас, секундочку. Ссылка в описании. Давайте поговорим о самой приятной, как мне кажется, составляющей вашей деятельности. Ну, может быть, тем, допустим, кто не интересуется музыкой. Деньги? Так, не-не-не, до этого мы тоже, скорее всего, дойдем. Не знаю, насколько вы открыты по этой теме. Это путешествие. Вы побывали охренеть в скольких местах. Лучшее место, где вы прям кайфанули? Моя любимая страна — это Гонконг. Энергетика сумасшедшая. Во-первых, это невероятно красивый город, остров. То есть это разнообразие, смешение культур, европейской культуры, азиатской культуры, еда. Там, по-моему, самое большое количество раз смешано, ну, в одном месте, типа, больше, чем в Нью-Йорке даже. Очень интересное место, прям какое-то... Если Нью-Йорк, он там больше такой черный-белый такой вайб доминирует, то в Гонконге он какой-то там смесь, там какой-то киберпанк, какой-то азиатский какой-то... Ни с чем не сравнивый. Трэш, короче. Ты идешь по вот этот, где небоскребы, главный сквер, и идут люди в пиджаках, высокие там, ну, грубо говоря, белые люди, да, там, не знаю, с Америки откуда, заворачиваешь просто, и там какой-то... Улица с фонарями такая вот, Да, китайская жрачка. Какие-то люди там что-то там делают, Стирают. Что-то... Пиздец. Кого-то убивают там, есть такие тоже районы. Ну, Нет, там, кстати, там мега безопасно. там очень безопасно. Мне это и очень нравится. На что вы больше всего делаете акцент, когда вы приезжаете? На что вы смотрите? На людей? На вот как раз таки, может быть, еда? Может быть, красота города? Может быть, как раз на таки... энергетику саму, то есть... Может, ближе к вашей деятельности? Может Я быть, что отвечу. люди вообще слушают? Вот ты приезжаешь, приземляешься куда-то, и ты первые 10 минут ты чувствуешь какую-то энергию от этого места. Но у нас тоже чувствуешь, когда таксисты на тебя набегают, тоже энергию. Вот это в Нет, Сочи прилетаешь. здесь не набегают, на Бали набегают. Да, боже мой, это На, был на ужас. мопедах, на скутерах. Там жопа вообще, Да, там и надо ты убегать. хотела от них. ответить на этот вопрос. Да, На что ты смотришь? просто мы, как творческие люди, мы очень сильно считываем энергетику любого места, человека.
И для нас это очень важно, то есть это на уровне ощущений, ты чувствуешь, либо это твое, либо это не твое, либо тебе нравится, либо не нравится. Но так как бы мы занимаемся все же в первую очередь бизнесом, серьезным музыкальным бизнесом, соответственно, мы еще смотрим на то, насколько нам удобно в данном месте работать и развиваться, если там все необходимое, то есть это жилье доступное, комфортное, близость спортзала, потому что поддерживает свое здоровье и тело. Естественно, еда должна быть тоже недорогая, в свободном доступе, и то, что нам нравится, климат. Желательно, чтобы это было тепло. Удобные аэропорты вылета. Да, то есть, чтобы можно было из данного места вылететь в большое максимально, чтобы были прямые, максимально дешевые, выгодные перелеты. Какое самое худшее место, где вы были? Вот из всех критериев. Слушай, на самом деле нет худших мест. Я считаю, что... Не, ну прям такое, знаешь, воспоминание. Боится назвать это ну, какое-то воспоминание. Может, это там вас обокрали, вы такие, больше не ногой сюда. Не, мы знаем... Насчет... А что, не хотите насчет раз, два, три, давай. Давай, раз, два, три. Индия! Так, ну давайте, объясняйте, я не был там. Ты взорвал микрофон. Ты взорвала с таким удовольствием. Ой, я даже не знаю, с чего начать. Давай, с чего-то начнем. Интересно же, почему Индия не очень? Слушай, много... Я не хочу просто никого оскорблять. Не, просто люди, вы там которые... поругались, наверное? Нет. Люди, которые были Вы там познакомились? Ужасом. Это было самое ужасное вообще место, в котором я была. Ну, да. Мне кажется, после этих гастролей я постарела лет на 10, я приехала... Да куда уже стареть? Вы имеете в виду организаторы, типа, именно в вашу работу там, типа, было все стрёмно? Или в целом место... Сама страна стрёмная. Да, мы нарвались на таких... Организаторы были очень непрофессиональные, мы очень много натерпелись там, очень много лжи, очень много несостыковок, чуть в аварию не попали. Чуть не разбились в горах. Да, это просто... Не отравились там. Заболели. В Индии даже страшно выходить на улицу. То есть мы там не могли просто пройтись. Нам нужно было пройтись 500 метров. Угу. Мы не могли пройти. За тобой сразу бегут какие-то дети. Да, сразу к тебе кто-то лезет. Ох уж эти дети, да? Запретить детей. Там такие дети так напугали, что... Это мы, знаешь, кликбейт сделаем, когда выйдет подкаст 39 Kingdom, типа, против детей, типа, и так далее. Ненависть к Индии. Первые ваши гастроли в России были в Москве в 2018 году. Как так получилось, что вы сперва где-то гастролировали вне России, а потом только в России? Могу сказать, что, во-первых, мы ни разу не выступали в России. Да, вот мне просто реально интересно, почему. То есть я не говорю, типа, что вы не патриоты, что... Не поэтому, просто интересно, почему так получилось. Здесь это вопрос к... Я не знаю, честно, вообще. Управляющим заведений. То есть вы выступаете... не патриоты? Вы выступаете только когда вас зовут, то есть вы там сами ничего не пробиваете, никакие... Даже на начальном этапе вы там не звонили сами, типа, мы можем у вас выступить, такого не было? Нет, но у нас есть... Менеджер, ассистент. Конечно, активные продажи есть. Есть. А вам еще самим был бы кайф в России? Или вы, типа... Конечно. У нас будет выступление в Москве в конце месяца. Мы хотим выступать для своих людей. Ты, кстати, в одном из интервью говорил, что в Китае в клубах люди вообще не танцуют. Что это за тема? Это правда? В основном, да. И каково это выступать, когда тебе хочется, чтобы вот была отдача, фидбэк, типа движ, а они просто стоят и смотрят на вас как на концерте? Тяжело. Там, короче, такая тема, клубы, которые продают алкоголь, да, то есть их задача продавать алкоголь и столы. Вот эти люди, они типа VIP, они типа не хотят танцевать, они типа стесняются. И они специально туда нагоняют студентов, пихают их на этот танцпол. Что перед ними чтобы они типа, короче, плясали. Которые вот эти рейверы, которые ходят на фестивали, потому что электронная музыка в Китае недавно зародилась, вообще туда пришла. 2020 год сильно повлиял как-то на, в принципе, сферу музыки и, может быть, на ваше творчество? Нет, я имею в виду, что... Нет, подожди, я понимаю, понятно, что в первую очередь там отмена концертов и так далее, да, там гастроли, но при этом же стримы. Потому что я видел недавно у вас в Казахстане в горах, вообще охеренно, прямо очень классно, это вот очень классная мы картинка. только начали снимать. В принципе, как-то это дало такое какое-нибудь развитие именно, может быть, видеоконтента, или вот на ютубчик что-то вы начали снимать? Какие-то стримы вы делали, какие-то донатики от подписчиков, что-то такое? Не особо как-то, мы не особо были такие активны. То есть 2020 год изменил очень сильно. Не перебивай меня. Мы 2020 год...
Кто тут главный? Я тут главный. 20-й год мы провели во Вьетнаме. Так, Мы застряли там. Мы полетели до ковида в Китай за 3 дня до ковида. У нас там был тур. И прилетаем За 3 просто... дня до ковида. За 3 дня, когда ковид начался в кстати, Китае. были, получается, в эпицентре Китай, практически. когда Да, все началось. у нас- Ну, даже у мы нас- завезли его. У нас и гастроли Это в вы Ухане. съели тоже- летучую мышь, да? У нас и гастроли в Ухане должны были быть через 3 дня. А там уже ковид. Типа, Жаль, всех. что мы туда не доехали. Я хотела своими глазами увидеть ковид. Кого? Как он выглядит? Привезла бы нам все настоящий ковид, а не вот эти вот Маски. модификации ну, неинтересные. конечно. Ну да. Показала бы. Чистокровный. Limited Edition, вот эти все. Показала бы, как что. Зашел на ваш ютубчик, там не так много видео у вас, но я нашел охеренное видео, прям оно мне очень понравилось, как раз что-то близкое к тому, что я делаю, когда вы подходили к людям на улице, А вот я хотел про него тебе сейчас просили рассказать. записать, Да. типа, фразы из Да, песни, да, да. потом Да. смиксовать. Это же Да. охеренная идея, чего вы Да. бросили? Там Прикольно. даже написано 001. I don't want a love for Christmas. Santa Claus will make me happy. All I want for Christmas is you. Toys on Christmas Day. I don't care about a present. We're gonna show you the result. I don't want a love for Christmas. There ain't just one thing I need. And I don't care about a present. Где Мы номер 2, сделаем. 03? Да, Мы да, мы сделаем. хотели делать, но потом мы из Вьетнама уехали. И как-то, не знаю. Мы хотели в Москве эту тему продолжать, как-то, не знаю, забили. Просто ты как блогер, ты понимаешь, что вот эта тема, это очень энергозатратно. Да, да, да. Ну да, Снимать эти но это выпуски. прям взаимодействие с людьми, эти Да. эмоции. Да, вообще это же, классно, же но очень это круто. ты как никто другой знаешь, как это тяжело подходить к людям на улице, и мы иногда очень такие закрытые, стеснительные люди, да, хоть мы как бы публичные люди, мы выступаем на сцене, но нам, допустим, стрёмно подойти на улице к людям и заговорить с ними просто так, то есть снимать для нас вот этот сюжет было действительно непросто. Сколько стоит пригласить вас на какой-нибудь частный корпорат? Допустим, вот завтра веду я юбилей и говорю, что вот еще ребята, когда я закончу программу... Мы не можем такие вещи говорить. Да. типа, нельзя. Нет. А как, надо будет через менеджера звонить, узнавать? Но мы Ну, тебе это- потом после выпуска Да. скажем. Не, ну окей, корпораты ладно, а вот на фестивале выступить, допустим, это же более-менее официальные какие-то, наверное, цены. Или вы вообще это типа бесплатно Все делаете? договариваешься, Все договариваешься, персонально. все индивидуально. Все Ну, индивидуально. есть, конечно, какой-то прайс плюс-минус, но в целом все очень индивидуально. Ну, Смотря какой фестиваль, смотря какой Я он думаю, большой, маленький. Ну, больше в какой $1000, стране. 100%. Да, конечно. Давайте попытаемся вспомнить какое-нибудь самое необычное мероприятие, где вы выступали. Может, оно было, в принципе, тематика, знаешь, неподходящая. Какой-нибудь, как у нас здесь вот рядом в парке Калинина проходит, там какой-нибудь праздник хлеба и молока, и там выступают. Мы там А вы выступали. выступали Ну, там? вот, к примеру, да, ну вот прикинь туда, какой-нибудь там Семенович, по-моему, приезжал. туда когда-то. Так мы так вот и Это выступали вы с тогда и ней. были. А, ну Да. вот. Ну, на Новый год мы в Индии выступали, помнишь? Мгм. Там они выкопали какой-то ров. Сделали там Какая-то просто... хрень полная. В каких-то джунглях, хрен пойми. Типа чё, они вместо сцены наоборот Типа вас... а-ля резорт такой. Мы Джун- 4 часа ехали, чтобы ты понимал, куда-то хрен пойми серпантину. куда просто. По серпантину чуть не врезались ночью, не спавши. Приехали в какой-то На непонятный... чуваке, который засыпал за рулем и врезался в машину. Да. Так, А- и что там за... Вы приехали, что там было? Там очень странная площадка была. Начнем с того, что они там просто Футбольная, прикинь. просто Просто обычная площадка, детская. какой-то лес вокруг, Да. и они просто вот землю выкупали, как танцпол сделали. А, типа огородили. А было ощущение, что это какой-то ритуал какой-то? Сейчас вас сожгут после этого, Было. да? Мгм. Вот это вот прям вообще эксклюзив. Прям очень смешно. Блядь. Господи, надо Есть было ощущение, удалить что это. здесь Крит с вами сфоткался. Да, Вот есть так и ощущение. есть. Реально так и было. Да. Расскажите, что это А вообще он за как раз тусовка была? только начинал. Вот. Так мы же вместе там были на этом конкурсе. Ну, не, ну что за конкурс был? Расскажите просто. потому Звезда что ВКонтакте Звезда ВКонтакте. Это где-то было в Москве. в Питере. В Питере. БКЗ Да. Октябрьский. Мы типа победили в номинации «Лучший поп-проект», а он лучший хип-хоп артист. Не, лучший артист вообще ВКонтакте. И хип-хоп артист. Не хип-хоп. И хип-хоп, и лучший. И что, Короче, и потом, не когда суть. вы со временем узнали, что Егорка уже вот такой вот Нет, популярный. мы не со временем, мы дружили потом, и потом мы Общались, он уехали из приходил России. к нам домой. На первых порах Сережа даже его записывал, помогал ему с его музыкой. Ну, то есть это все-таки такой, типа, как проект был? То есть это просто грамотное продюсирование, или он реально что-то из себя прям... Я думаю, что это просто грамотное продюсирование, потому что... Ну а что стесняться, я могу сказать так, как есть. Думаешь, он просто посмотрит? Ну, общается. Сейчас с ним, кстати, на связке, если что. Да.
Если что, типа набрать там, корпораты, зови нас. Райдер, я просто читаю, всегда мне интересно посмотреть ваш райдер. Но у вас такой очень скромный, кстати, райдер, да? У вас там бутылка Майот, 4 швепса, да, типа газировки, да, у вас там написано? Ну, это типа такое. Ну, такой бытовой, обычный такой, да, вот. Может быть, вы знаете какие-нибудь истории каких-нибудь самых безумных райдеров? Допустим, просто уточняли? У кого? Карл Кокс есть такой диджей, знаешь его? Так, есть ощущение, что я уже представляю, что у него в райдере. Как будто у него в имени уже подсказка. Да, и не буду говорить, что у него на райдере, потому что это нас смотрят дети. Будут смотреть, Да? наверное. Не-не, а чё? Ну вот я знаю у одного диджея У в него райдере носки. У него кокаин и 2 шлюхи. Вот я хотел сказать, здесь просто недавно выступал в Калининградской области, Моргенштерна привозили на корпорат. Я там работал, и мне скинули райдер почитать. У него там презервативы и смазка для анального секса есть. Вот, и кубик Рубика. Не знаю, как это сочетается. Такая вот история. Это типа прикол, да? А он же Но женатый. у меня есть теория, где-то я это читал, или кто-то говорил, что, знаешь, когда он слишком большой райдер, туда вклинивают какие-то такие, типа, прикольные позиции, чтобы просто проверить, выполнили весь райдер. То есть, если ты приходишь и видишь эту смазку, ты понимаешь, что, значит, там и апельсины есть, к примеру. Вот. За границей как-то все по-другому. Все тогда много проще. У многих Там даже... люди не парятся вообще. Да, между прочим, у многих артистов, даже топовых, у них даже нет зачастую гримерки. Причем в топовых клубах мира, Да, которые да. самые топовые. Там люди проще. Проще, да. Для них вообще нет проблемы. Ну вот, допустим, DJ Snake, такой чувак есть, да? Он просто наш агент в Китае, с которым мы работаем, ну, агентство, оно работает тоже с DJ Snake, с Криликсом, там, с Зедом, Дэвид Гетта, неважно. И который тур-менеджер у нас в Китае, он рассказывал разные истории. Он же там ездит, вот когда приезжает, тоже там DJ Snake в тур приезжал. Он рассказывал, что они сняли ему президентский люкс в каком-то отеле, просто там 300 квадратов. Он ездит всегда своим барбером на самолете частном. Ну, барбер, который его стрижет. А он типа Мы не круто. настолько здесь отстали, потому что ты, короче, как парикмахер. Так, ну и Он чё? классно играет в футбол еще, вот этот барбер. И Снейк тоже играет в футбол. И приезжают, короче, китайцы, ну, забирать его в клуб, типа, поехали, все, типа, надо выступать. Он такой, у меня нет настроения, типа, я сейчас поиграю в футбол, может быть, через час появится, говорит. Люди его стояли, ждали в клубе, просто сидят так, DJ Snake. Ну, играет дальше диджей там на разогреве, и он играет какую-то музыку такую, ну, полутухлую, чтобы не расхерачивать народ, короче, перед ним. Вот, и он уже потом вышел, там, опоздал, не знаю, сколько, в 2 ночи. Потный такой, да? Да. Я не понимаю вот этого, если честно. А Скриллекс, он после Шанхая шоу у него было, он 2 часа с людьми фоткался просто на улице. Очень простой Потому чувак. что очень много Классно. людей хотели с ним сфоткаться. Ну, кстати, мне кажется, это тоже один из мифов, что диджей неузнаваемые личности, их же прям, мне кажется, знают. Там, ну, как бы эта культура, она в мейнстриме, то есть, ну, как у нас там Моргенштерн, грубо говоря, Да, там, да. там также вот То есть эти у них все диджеи. диджеи, они как поп-звезды, то же Да, самое. они поп-звезды, и, в принципе, они такие недавно. же богатые. Там, Да, они Вот мега я про это, знаменитые. да. Вот вы Они чувствуете, мега когда вы богатые. сюда А приезжаете, у что нас как здесь, будто типа, вы ну, здесь? вообще, типа... А у нас диджей не воспринимается как Они даже не понимают, то есть какой-то людьми- успешный человек. То есть с это- людьми разговариваешь, они даже не понимают. Типа, ты Да, им в говоришь, основном у нас ничего, диджей да. воспринимается как какой-то бомжара, который работает в кальянной. за 2000 рублей. Да, то есть вот так. Он даже, кстати, недавно был Оскар, Да. диджей Тиеста. Он пришел на Оскар как звезда. Вам когда-нибудь было за что-то стыдно? Может быть, как-то вы себя, знаешь, типа, повели немножко как звезды, типа, знаешь, там, с Никогда кем-то не такого не было. сфоткались. Нет. Кого-то заблокировали ВКонтакте. Я вот вчера, я сейчас начал немножко чистить друзей ВКонтакте, потому что было 10 тысяч, а после десятки нельзя добавлять людей. Я много кого поудалял. Мне вчера один чувак фак прислал, просто смайлик фака прислал. Причем потом зашел в соцсеть, которую сейчас нельзя называть в России, и там тоже прислал. То есть он еще там залез, типа. То есть его это очень сильно обидело, знаешь, что я, типа, его удалил из ВК. Типа, мне в какой-то момент стало, типа, что-то стыдно, типа, как будто что-то жестко сделал, знаешь. Как будто я его из дома своего выкинул. Мы в тюрьме сидели в Китае. В Китае есть такой уйгурский автономный округ. Там живут китайцы, но типа как такой колонизированный Мусульмане округ. китайцы. Мусульмане китайцы, немного не китайцы, но они китайцы. Синьцзянь называется. Мы прилетели, в одном городе выступили. Наш рейс задержали, нас продержали в самолете несколько часов. потом- Несколько? Полдня. Да, то есть мы сначала в аэропорту просидели, потом нас пустили в самолет, мы думали, вот-вот взлетим, просидели там несколько часов, и потом мы прилетели, наш багаж потеряли. А нас уже ждали организаторы, мы должны были ехать выступать в клуб, то есть уже время поджимало, даже не было Мы времени. опоздали на саундчек, потому что самолет задержали. Да, и ну тут я уже просто не выдержала. Мы просто приходим на вот этот
как это будет, ресепшн на Деск. деск, где розыск багажа. И говорим, типа, где наш багаж? Они говорят, а мы не знаем. Я такая, I don't know. И ушла такая, просто ушла. Юля, Ну, конечно, меня порвало. Юля в бешенстве, типа, Я ну, она начала даже на не них ск- ругаться, я уже начала просто там пинать. Там Она просто пнула, вот это такая, знаете, стоит, как это будет? разделители, вот эти вот Разделитель, палки, полос. которые протягивают там канат. Вот я просто пнула ее, она упала. И Всё. через 5 минут просто прибегают чувачки с автоматом. Такие, Да, без автомата. вы сломали, вы разрушили аэропорт на Корявом Полиция просто пришла. У и них были всё. автоматы, здрасте. Не знаю, мне пофиг было. Ага, хотели меня заломать еще. Я такой, это Ну и она. всё. Ты такой, я не в курсе, кто Это это она, просто. это она. Да, В итоге мы подручники просто сидим взяли рядом. нас и повели куда-то. В итоге выяснилось, что этот регион, он является как-то... Опасным. Там постоянно потенциальная угроза терроризма или Да, что-то да. такое, и они как бы Очень строго. к такому поведению очень... То есть если бы это случилось бы в другом городе Китая, как бы Да, никто... вообще пофигу. Никто даже не пришел бы. Да, никто бы даже не обратил бы внимания. А так как там как бы угроза террористических атак, и как бы такое поведение, оно как... воспринимается как потенциальная угроза. И Ну, короче, да, у них там башня живет. да, у них там свои темы. Короче, в том, что нас хотели депортировать. А у нас еще там 20 шоу было впереди, и там предоплат было куча за них оставлено уже. То есть это, ну... штраф 50 тысяч юаней, депортация. А 50 тысяч юаней это Не больше, было чем там какого полмиллиона. Там был штраф. За концерты? За отмену- Штраф за разрушение аэропорта. Я не разрушила ничего. Ну вот мне этот человек... А ты сидела в Ну клетке там тогда нету вообще. статьи, А я за было тебя стойку, разруливал. там есть статья, видимо, разрушила Ладно, аэропорт. неважно, это Да. я только сейчас узнала. Короче, вы посидели Конечно, ты немножко. узнала. Ты сидела там, орала fuck you в этом самом в камере. А я разруливал. После этого вы и убрали кокс из райдера, правильно я понял? И кальян. Нет, я, кстати, не орала. Я говорила, Орала. что неважно. Я посмотрел ваш символ, у вас есть символ. Мгм. Ничего вам не напоминает? Опять? Не, просто я ни в коем случае, типа, просто не думали. Это славянская об этом. руна. Но вы об этом не думали? Нет. Сейчас, Нет, в это контексте. же мы придумали еще много лет назад. Так ситуация это наверняка повлияет на ваши гастроли, на ваши Она уже отъезды? повлияла. Ну, в целом на интернациональную историю. То есть некоторые лейблы нам просто писали, что мы больше не будем сотрудничать с русскими артистами. Мгм. У вас были мысли уехать из страны? Каждый день. Может быть, временно Но не уехать, из-за этой действительно. ситуации. Нам не из-за этой ситуации, нам просто мы, в для принципе, работы... как бы сюда не собирались приезжать. Если бы не Мгм. пандемия, мы бы сюда и не У приехали. нас просто проект интернациональный. Ну, как бы нам нет смысла заново проходить тот путь, который мы проходили на протяжении 10 лет. То есть мы очень много сделали. И чтобы проект адаптировать именно под Россию, под русский рынок, это придется пройти еще примерно такой же путь. Ну, у нас нет этого времени. Соответственно, мы продолжаем работу в том направлении, в котором мы работали. Хочу закончить немножко весельем, такую небольшую рубрику сделать, глупые вопросы. Что делать, если просят поставить нормальную музыку? Пойти нахуй. Ну это да, мне кажется, у всех это... Вы когда Пойти в сталкивались другое с этим? место им. Вы сталкивались с этим вопросом когда-нибудь? Хотя бы на начальном этапе вашего творчества? Типа, Только после шоу. поставьте нормально. Нет, после шоу говорили, что Слушай, я не помню, когда ты недовольны говорили, нашей если музыкой. честно. Что делать, если во время твоего сета никто не танцует? Продолжать? У нас такое было, когда мы просто попали в какой-то VIP-клуб, там сидели такие все. Что за хуйня? Да. Ну и мы такие, типа, отрабатываем просто А деньги. мы, и всё. нет, так мы тоже стояли. Че за хуйня? Когда вы спите? Ночью. Всегда. Ночью. Я вот сейчас уже. Кстати, в Азии шоу начинается очень рано. То есть в России, допустим, хедлайнер начинает выступать во сколько? В часа 2, наверное? Ну где-то так, да, в час. После 12, 100%. То в Китае, допустим, клубы уже закрываются в это время. То есть мы выступаем зачастую ровно в 12, то есть с 12 до часа, буквально час, и в час ночи мы свободны. Там нет такой темы, как здесь, типа, когда вы выступили, ну сядьте с нами, ну выпейте, Конечно, поешьте. есть. Регулярно. Выпейте с боссом, пожалуйста. Регулярно. Да, это постоянно. Потом еще куда-то поехать надо будет, еще что-то. У азиатов у них все на вот этих relationships, на отношениях, то есть все. Да и как бы выразить свою благодарность за то, что нас пригласили, потому что мы всегда очень благодарны, когда нас зовут. Давайте закончим, наверное, на таком банальном вопросе, но все-таки интересно, какие ваши ближайшие планы творческие? Может быть, вы планируете сейчас ютубчик качать, я не знаю. Да. куда-то Да, в планируем, Телеграм, планируем. сейчас все в Телеграм ушли. Телеграм нет. Мы хотим сейчас много сетов снимать.
таких делать часовых прикольных И сетов сменить разных немного локациях. музыкальный стиль. Спасибо большое, ребят, что пришли. Спасибо, что пригласили. Просто иногда интервью же может сработать в обратную сторону, ты когда все переосмысляешь, что ты вспоминаешь, что думаешь, зачем вообще все это надо, у нас все так плохо. Знаешь, знаешь, типа Индия, там, знаешь, не высыпаемся, там тюрьма, Да нет. аэропорт. Такой, типа... Это наоборот круто, это весело, Без этого куда? это здорово.